Как спасти сковородку с сильным нагаром? Способ, который работает. Лайфхак, о котором вы пожалеете, если не узнали раньше. Вы только посмотрите на это. Такая сковородка есть почти у каждого, любимая, проверенная временем, но теперь вся в толстом слое нагара и жира. Смотреть неприятно, готовить невозможно, рука не поднимается выбросить, но и пользы от нее больше никакой. Что делать в такой ситуации? В этом видео покажу вам простой и доступный способ, который поможет вернуть сковородке чистоту, и обязательно досмотрите до конца, чтобы не упустить ни одного важного момента. Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня поделюсь методом, которым сама неоднократно спасала посуду. В комментариях часто пишут: «Да зачем возиться? Выброси уже и купи новую». Но я всегда отвечаю одно: выбросить можно в любой момент, а вот спасти вещь – это уже настоящее мастерство. Сегодняшний способ поможет вам очистить даже самую грязную сковородку. Без химии, без скобления, без риска повредить поверхность. Все делается просто, быстро, из доступных ингредиентов. И главное, результат действительно впечатляющий. Для начала подготовим сухую смесь. Понадобится всего два компонента: 2 столовые ложки кальцинированной соды и 1 ложка крупной соли. Смешиваем их в удобной емкости. Обычная поваренная соль подойдет отлично. Только не забудьте, сода должна быть именно кальцинированной. Обычная пищевая в данном случае не подойдет, она слабее. Перед началом процедуры обязательно надеваем перчатки и открываем окно. А лучше всего делайте все на балконе или на улице. После этого равномерно наносим сухую смесь на сковородку, особенно на те участки, где скопился нагар. Затем берем нашатырный спирт, его легко найти в аптеке, маркетплейсах или магазинах вроде фикс-прайса. Он стоит недорого и расходуется экономно. Наливаем спирт прямо на смесь, она тут же начинает превращаться в густую кашицу. Эту кашицу аккуратно распределяем по поверхности сковородки. Работайте в перчатках и обязательно в хорошо проветриваемом помещении. Далее накрываем пищевой пленкой или обычным целлофановым пакетом. Сверху укрываем полотенцем. Это важно, запах нашатыря практически не чувствуется при правильном укрытии, и он быстро выветривается. Оставляем сковородку в таком виде минимум на 30 минут. Если загрязнения особенно сильные, оставьте на час или даже 2. У меня загрязнение было серьезное, поэтому я решила оставить на час. За это время успела еще огурцы закатать и томаты перебрать. А потом вернулась к сковородке. Теперь самое интересное: открываю укрытие и вижу, как нагар начинает отставать. Беру щетку средней жесткости и начинаю чистить. Без особого усилия нагар сходит. И это не просто грязь, это тот самый многолетний налет, который обычно невозможно счистить без металлических скребков. Поверхность не повреждается, результат виден сразу. И вот в этот момент хочется поделиться радостью. Напишите в комментариях, из какого вы города. Поддержите канал подпиской, чтобы не пропустить другие полезные советы. Я делаю эти видео для вас, чтобы сэкономить ваше время, деньги и силы. Если вам нравятся такие решения, обязательно поставьте лайк, мне это очень важно. Промежуточный результат уже радует, но я продолжаю очищать боковые стенки. Здесь нагар отваливается целыми кусками. И это именно нагар, а не сковородка, если кто-то вдруг подумал. Благодаря нашатырному спирту весь процесс проходит быстро и без усилий. Да, запах специфический, но он того стоит. В итоге сковородка практически как новая. Да, остались небольшие участки, требующие доработки, но на фоне того, с чего мы начинали, результат просто потрясающий. Если у вас еще на несколько часов, и тогда усилий потребуется еще меньше. Вот такой способ очистки я использую уже давно, и каждый раз удивляюсь, насколько он эффективен. Сковородка та же, но теперь без следов многолетней грязи. Если видео оказалось для вас полезным, сохраните его и расскажите друзьям. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.